Всем привет! У нас идет первая неделя слияния. Континентальный босс Изитариан, третий сезон. Команда горения. Эта команда подойдет в первую неделю для тех, у кого рук, допустим, без пробуд, либо мы вообще испытываем какие-либо проблемы с командой разъедания. Там их, в принципе, хватает. Вот, поэтому как альтернатива после команды призыва по хорошему урону идет вот следующая команда горения. Начнем, пожалуй, сразу с механики босса, чтобы далее я уже вам объяснил, почему тут так много вариаций, но толку в принципе нет. Механика босса у нас какая? Получается, у нас с нашей стороны и со стороны босса все усиления и ослабления увеличиваются на 5 секунд. Также за каждое повторное ослабление у босса получаемый им урон увеличится на 2%. Эффект суммируется до 20 раз. Что делает вообще босс? Как и в принципе обычно герой Зитариан, он призывает своих этих миньонов, дракошек. С двух боевых он бьет по зоне из 9 клеток 3 на 3. И ультимейт. Получается, он бафает на 10 секунд всех этих драконов на атаку и на защиту. Баф защиты на 60%. То бишь мы понимаем, что нужно его либо снимать, либо мы просто будем терять урон. Поэтому все команды здесь либо 4 ДД мы бьем, либо в 3 ДД и в 2 саппорта и снимаем этот баф. Урон у нас вообще не меняется. Я пробовал команду с Ашотом, где Ашот танчит. Пробовал команду 2 саппорта. И я вам сразу скажу, урон просто остается такой же, какой есть. И очень важный момент, допустим, если он-то бафает на 10 секунд, да, но у нас здесь есть баф, который продляет все усиления на 5 секунд. То бишь от этих 18 секунд вот идет примерно по сюда, да, по 15 секунду дракошки будут находиться под бафом. У нас возникнет идея типа, вот, а что если я буду ультовать, допустим, вот здесь, да, там где у нас баф заканчивается. Там уже идет следующий момент. Период вот этих 15 секунд у нас на поле боя находится 2 дракона. В этот момент, когда баф спадает, один дракон умирает. То есть, опять-таки, мы приходим к тому, что мы вроде как и бьем без бафа, да, но мы теряем урон уже за счет того, что у нас на одного дракона меньше. Все, и все сводится к тому, что если мы используем 4 ДД и одного саппорта, то нам неким снимать эти бафы. Если мы берем еще одного саппорта, соответственно, мы теряем урон. Ну, с точки зрения логики, да, мы снимаем эти бафы с босса, и урон остается такой же. Что мы в 3 ДД бьем и в 2 саппорта, что мы в 4 ДД и и одного саппорта бьем. Единственное, что проще, наверное, будет все-таки бить 4 ДД, не используя Ашетиуса. То бишь, это плюс для тех, у кого, в принципе, Ашетиуса нету. Потому что, блин, я очень много вариантов пробовал. Я пробовал с Джорном. Давайте начнем, кстати, с этой команды. Это сразу, это более такая оптимальная. Уроны по всем командам, в принципе, показывать не буду. Сразу скажу, что у меня по шмоту, кстати, ну, с горением не очень. У меня и перчатки, и замена, в принципе, ну, не падает. Именно не получается прям очень хорошо собрать горение. Поэтому везде, в принципе, урон у меня был одинаковый. Видел, бьют уже и 450, ну, за счет экипировки. У меня во всех командах получается набивать вот ровно 400. В конце ролика покажу, конечно, такую прям хардкорную команду, не для всех, но она будет, скорее всего, топ по урону, если просто получится собрать. Пока что перейдем к таким простеньким командам. Тут я использую такие тайминги. Цикл 16 секунд. Получается, Джорн у нас, как только босс бафается, он сразу снимает с них эти усиления. Цикл мы можем использовать 16 секунд. И самое интересное, что если мы поставим цикл 18 секунд, то вообще ничего не поменяется. Потому что мы начинаем съезжать, да, вот вроде так хорошо, мы часто ультуем, все у нас замечательно, но мы начинаем съезжать, и наступают такие моменты, что мы, допустим, ультуем в одного дракона,
Либо один дракон, допустим, с разломом брони, другой без. Вот. И это из-за того, что все сбивается. Поэтому все вот эти манипуляции сводятся к одному, что, ну, конкретно у меня при моей экипировке все равно урон останавливается на 400 миллионах. Вот что бы я ни делал, что бы я ни менял, вот цикл поменяю на 18, будет точно такой же. Просто из-за того, что они будут четко попадать по двум драконам. На 16 они ультуют чаще, но начинается вот эта фигня с драконами. И все приходит все к одному. По экипировке, в принципе, все по классике. Тут я использую, дал ему там атаки сколько мог. Тут главное, чтобы он просто снимал усиление и накладывал штраф атаки, потому что Гариусу тяжело стоять. Также важный момент. При любых расстановках, при любых раскладах, кто бы у вас не танчил, у него должно быть меньше всего хп, чтобы дракошки агрились именно на него. Вот такой Гариус у меня вполне спокойно стоит здесь. И, в принципе, нет у него вообще никаких проблем. Получается, сколько у меня хпшек у него? Вот 57к хп. Соответственно, у остальных должно быть больше. Даже вот Биксу пришлось там что-то руну вроде на хп. Да, мне пришлось Биксу давать руну на хп, чтобы на него не агрились дракончики. Далее. Так, ну Джорна показал, да? Вот он у меня в этом сете. В принципе, его экипировка тут не принципиальна. Далее Бикс у меня в заливке. Сет кукольника разлом. И вот эти таланты я ему взял. Далее Карф. Он у нас с рогами, потому что разлом кидает Бикс. И вот этот сет посланца. Таланты взял вот эти. Давайте поближе вот так вот сделаем, чтобы все понятно было, потому что есть иконки похожие. Вот эту ветку таланта взял ему. И вот эту вот Биксу. Далее Дурем. Его использую с такими талантами. Возможно, где-то есть ошибка. Если что, пишите в комментариях. Исправим, потому что тут все очень заморочено. Там под Ашота одни таланты, под других там другие. Вот. Ну, экипировка так чисто. Крит урона, конечно, хотелось бы побольше. У некоторых видел там уже и по плюс 6000 атаки, и крит урона 250 именно сверху, а то и больше. Не теряя точности при этом. Ну, у меня пока как-то так. Поэтому выше 400 я еще не бил ими. Но я как бы не собираюсь пока на этой неделе ими бить. Это уже у меня команда будет для второй недели. Напоминаю, если у вас рука собрать не получается, то бейте горением, не прогадаете. Так, это у нас первый вариант получается. Ну и питомец, соответственно, Трисим. Также есть еще вариант через Ашота. Единственное, что нам нужно будет Дурему поменять вот этот талант, наверное, все-таки, чтобы он нормально вешал свои дебафы. Придется вот этот талант взять ему, если мы играем под Ашота. Тут суть какая? Тайминги использую вот такие. Ашота я вообще таймингов отвязываю. И опять-таки у нас урон вообще не меняется. Вот как было 400, так и остается. Но тем не менее, если кто-то хочет поиграть Ашотом, то можете при таких таймингах, в принципе, поиграть. Экипировку по 100 раз показывать не будем. Все, что поменялось, это у нас теперь Ашот тоже одет как ДД. Карф теперь в заливку. Синарел у нас будет давать дебафы от посланца. И Джорн уже будет в этом сете. Также важный момент, что если Синарел у вас тупит и что попало творит, он может там, допустим, на себя постоянно кидать. Но при таймингах 26, в принципе, он нормально себя адекватно начинает вести. Если что, ему придется снимать пробуду. Как бы это странно ни звучало, но бывает помогает. Также вариант получается 4 ДД. В прошлой команде мы не использовали Бикса. Тут у нас тайминги уже вот такие. И как бы это ни звучало, да, вот вроде 4 ДД, но урон у нас все так же останется, как и был. Будет у нас 400 миллионов. Вот вообще ничего не меняется. Все так же тайминг 26 у Синарелла. У остальных вот как-то так будет. Тут мы, пожалуй, покажем, как вообще происходит этот бой. Как стоит Ашот и что происходит. Бывает, Синарелл потупливает. Сейчас вы увидите, скорее всего, он будет на себя там кидать. Либо
вообще делать, что попало. Важный момент, у Ашота должно быть меньше всех хп, чтобы именно на него агрились дракончики, и, соответственно, он начинал проседать по хп, и Синарел ультовал на него. Как я уже говорил, вы можете обратить внимание, что все дракончики у нас забафаны, и на них висит вот это усиление. Поэтому, собственно, урон у нас проседает общий именно. Кстати, именно в этой команде у меня получается набить все-таки больше урона, чем с саппортами. Просто за счет того, что хоть как-то там что-то я по шмоткам сбалансирую, потому что, ну, одного, когда Дурема я одеваю, как-то мне не так все хорошо получается. С Ашотом у меня все-таки чуть-чуть больше. Суть, наверное, вы поняли, надеюсь. Если что-то кто-то не понял, пишите в комментариях. Тайминги показал. Также еще есть, допустим, у вас нету Джорна, да? У вас нет Джорна, можно использовать вполне себе спокойно Ульдерка. Причем его можно также использовать и в компании 2 саппорта. Можно просто, как было, да, поменять его на Джорна в команде, где у нас был, на примере, Гариус. Тут тайминги у нас вот такие. Также наносим 400 миллионов. Все за счет того, что все у нас здесь четко, грамотно распределено. Тут, кстати, сам Ашот стоит довольно-таки поувереннее, потому что, сейчас я вам покажу на примере данной команды. Ульдер, когда, ну, вот здесь стоит, там у него в пределах 3 клеток, если он бьет, он еще и станет и снимает вот эти все усиления с этих дракончиков. То бишь Ашоту тут еще проще стоять, меньше фейлов, более стабильно как-то все происходит. И когда Синарел уже на 26 секунде ультует, там успевают, в принципе, они чуть-чуть ударить. И, соответственно, Синарел ультует четко прям в Ашота. Мне, кстати, эта команда более понравилась, потому что она именно идет стабильно. Тут нету всяких бредовых рандомных вещей. И Ашоту как-то полегче. И в цикл мы четко попадаем всегда. И дракошки как бы и под штрафами, и под всем находятся, и под станами. Да, они ловят станы ослепления, поэтому тут все-таки попроще. Но опять-таки 400 это был мой потолок здесь. Стоят очень легко, даже при том, что я не брал Ульдарку вот этот талант на продление ослаблений. Так бы было бы еще стабильней. В принципе, эти все команды для тех, кому ну просто хочется поиграть Ашотом. Вот он, допустим, есть, так сказать, хочу использовать, да. Если он у вас там на каких-то на пробудах жестких, да, то, скорее всего, даже все-таки с Ашотом будет урона больше. Я почему-то к этому склоняюсь. Таланты ему, кстати, вот такие беру. Потому что много кто успел уже там пробуд понабрать на Ашота. И, соответственно, если она у вас, допустим, вторая и выше пробуда у Ашота, да, мне все-таки кажется, что так набьется урона больше. И перейдем к моей любимой команде. Она такая хардкорная, жесткая, но если все сделать красиво, то она набьет больше всего. Вот, собственно, эта команда. Она у нас через Крисоса, но все не так просто, как кажется. По поводу таймингов, первое, что мы делаем, встраиваем цикл, в принципе, обычно, да, у нас тут Карф будет в разломе, далее Бикс накидывает свои еще горения, и уже потом через 5 секунд ультуют остальные наши ДДшники. Все четко, все грамотно, все в цикл мы всегда попадаем, все хорошо. Но очень много нюансов по поводу выживаемости. Очень тяжело, прям очень тяжело здесь Крисосу. А суть в чем? По поводу таймингов на самом Крисосе. Если я ему ставил тайминги, то он просто вообще не жил, он не может жить. Далее, возможно, кстати, если я бы вкачал вот этот талант, то что-то бы изменилось за счет вот этих всяких лечилок, он бы, может быть, и стоял лучше. Также, так как я этой командой не собираюсь бить на этой неделе, я особо как бы не заморачивался.
Сейчас это всех касается, у кого есть Крисос. Первая проблема, чтобы он танчил, нам нужно сделать ему хп меньше, чем у всех. Это вообще не так легко, как кажется. Мне получилось выжать ему 55. Также нам нужно и ускорение, чтобы он снимал все эти усиления. Вообще, почему Крисос? У нас вся проблема обычно в чем? В том, что если мы бьем 4 ДД, то мы бьем под бафами, правильно? У нас эти забафаны все. Если мы бьем в 2 саппорта, тогда у нас 3 ДД, но мы чистим бафы. Крисос может и танчить, и держать, в принципе, 4 ДД, и с боевого снимать вот эти усиления. Вот чем его фишка, что он берет и рассеивает вот эти все усиления. Не все, но тем не менее. Вот за счет этого у нас, в принципе, урона выходит больше. Но очень-очень-очень тяжело жить. Попробовали вот этот сет, который также еще штраф атаки накидывает. Небольшой, но все же. Плюс у него допы такие, которые не дают нам хп. Потому что очень много вещей, которые я хотел бы одеть на Крисоса. Но они дают нам процент ОЗ. И, соответственно, мы переваливаем в кап. И все. И получается, мы уже не танчим, а дракончики бегут непонятно куда. Поэтому именно вот этот сет подошел лучше всего. Да, хотелось бы поставить что-то другое. Но если мы начинаем ставить другой сет, то Крисос у нас уже не танк. В идеале, конечно, бы, да, какой-нибудь там твердость тундры, да, ну, 20% хп и все, мы улетаем черти куда. И мы уже не танк, по сути. Все, мы уже не танчим. В идеале артефакт прям лучше не придумать, это посох, потому что все артефакты, которые дают, допустим, точность, у них в допах идет ОЗ. Все, если мы берем плюс 7000 ОЗ, это уже много. Посох дает нам защиту, которая нам как раз таки нужна, и ускорение. Тоже неплохо. Если у вас все-таки там получится как-то за счет проточки, либо еще чего-нибудь, все-таки одеть нормально Крисоса. Почему урона больше? Потому что и усиления будут сниматься с боевого, и при вот этих таймингах мы будем попадать, когда он уже, в принципе, успевает все это дело подчистить. И, кстати, из-за того, что усиление 2 он счищает по одному, вот в этом сложность ему дожить. Под конец, допустим, если он там счистит усиление защиты, да, а все эти дракошки будут находиться под бафом атаки, плюс, опять-таки, пока он там ультанет, у нас же без тайминга, потому что с таймингом он, в принципе, не стоит почему-то. Вот. Получается, у нас будет какой-то дракон без штрафа атаки, и при этом под бафом на атаку, и Крисос просто начинает уже умирать. Почему вот эта коробочка здесь? В чем прикол? Потому что Ашот, как бы ты его ни ставил, все равно в итоге в процессе боя начинает бежать впритык. Вот ему хочется вот прям подойти к Крисосу, чтобы его тоже били. Не хочет он нормально стоять, поэтому мы его тут берем просто и закрываем, чтобы он вообще там стоял, никуда не лез. Боевыми и ультой он, в принципе, достает. Потому что сейчас вы можете наблюдать, что происходит. Вот Крисос у нас ультует, вешает сразу 2 штрафа атаки. Ультуют наши ДДшники, ультует Дурем и ультует Ашот. Все, он также, в принципе, в топе по урону и будет. Все, стоит себе просто там с руки, единственное, что он не бьет, и все. Да и не надо ему это делать. Но, опять-таки, проблема конкретно в выживаемости. Можно, конечно, да, париролить. Потому что бывало, что я там 30 секунд не доживал. Бывают такие траи, что вообще на там 2 минуты до конца боя все, он падает. То бишь очень рандомно, все зависит от того, какие бафы он почистит именно с боевого. Вот так, в принципе, бывает, стоит бодренько. Опять-таки, можно баночками там шмот подобрать, я этим особо пока не заморачивался, мне банки нужны для других вещей. Но, опять-таки, на следующей неделе мы займемся и по-любому вернемся именно к этой пачке, потому что очень такая прикольная она. Мне понравилось. Опять-таки, можно будет же у других ДД, допустим, вещах, там, если есть доп. ОЗ, то почистить, улучшить, допустим, да, чтобы без потери как-то других стат мы увеличим
банками ОЗ, и, соответственно, уже по минимальному значению наших ДД можно будет поднять хпшку также Крисосу. Сейчас сколько? 2 минуты остается. Сейчас начнутся уже проблемы. Все зависит от рандома. Может стоять дальше. Может вообще хоть час упасть. Просто все зависит от того, как там совпадут ультимейты, когда он там боевой кинет и так далее. Пока вроде стоим, да? 300 уже есть. В принципе, были такие траи даже, что Крисос не доживал до конца. Пачка падала. Но урон, который не успели нанести, у меня уже был больше, чем вот... Так, я забыл, кстати, талант поставить на Дурема, другой подошота. Ну, ничего страшного. Вот осталась минута. Опять-таки, да, там надо было еще шмотки переодеть. 332, да? Если заставить его жить, то, в принципе, какие-то надежды есть на эту команду. Но, опять-таки, это чисто бонусом, экспериментально. А так... В принципе, что могу сказать? Если даже у вас Ашота нет, не переживаем, бьем просто в 3 горения. Далее, если хотите поиграть Ашотом, то берем Синарелла. Если Синарелл вообще у вас чудит и никак вы его не можете настроить, то просто бьем руками. То бишь вот этот тайминг 26, который, да, примерно зафиксировали так визуально, где можно скастовать. И вручную тогда уже кастуем. Все уже зависит от вашего желания, какой урон вы хотите нанести. Коды команд я не могу закинуть, потому что, пока мы все это тестировали, я все эти коды потратил, просто уже все, лимит исчерпался. Очень много людей просили коды. Вместе со мной все это мы пробовали, все вот эти варианты, потому что у меня физически бы времени просто не хватило вот это все одному проверять, тестить и так далее. И уже все варианты вам предоставить. Так что не поленитесь просто скриншотики сделать и одеть команды и выставить тайминг. И это, в принципе, не так долго. У кого какие вопросы есть, пишите в комментариях, либо в телеграм-канале. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.